Как часто в повседневной жизни вам приходится работать с информацией и обрабатывать все, что вы видите и слышите? Доверяете ли вы всему, что узнали, беспрекословно? Или же все-таки оцениваете его достоверность? Ищете ли вы подтверждения и доказательства тому, что вам кажется правильным или неверным? Аргументируете ли вы свою позицию при общении с другими людьми? Вероятнее всего, вы ответите на все эти вопросы, или хотя бы на большинство из них, положительно. И говорит это о том, что буквально ежедневно вы сталкиваетесь с необходимостью мыслить критически. Это свойственно, пожалуй, большинству из нас. Но сомнения и поиск достоверных фактов еще вовсе не означает, что мы умеем мыслить критически правильно и делаем это эффективно. Исходя из того, чем именно мы занимаемся в жизни в текущий момент, мы можем применить разные уровни критического мышления. В обыденной жизни мы вынуждены принимать на веру достаточно много самых разных вещей, иначе нам пришлось бы скрупулезно изучать и проверять любые мелочи, так называемые факты, и буквально тратить на это пол своей жизни. Поэтому зачастую мы сами решаем, когда и какое количество информации нам может потребоваться, стоит ли подвергать ее сомнению и проверке в той или иной степени. Говоря проще, критическое мышление – это и умение определять, когда, где и какая нам требуется информация, и способность выбрать оптимальный тип и уровень сложности данных для каждого конкретного случая. Согласитесь, мы постоянно маневрируем в огромном и растущем море информации. Она сваливается на нас, требуя мгновенной реакции и правильных решений. Навыками критического мышления обладает далеко не каждый человек. Однако важность умения мыслить критически неоспорима. Почему? Что даст критическое мышление? Насколько оно развито у вас и как поспособствовать его развитию? Давайте разберемся. Зачем уметь мыслить критически? Учеба. Критическое мышление помогает при выборе источников, на которые мы опираемся во время обучения. Учит видеть причинно-следственные связи, обобщать и структурировать информацию, а также аргументировать свою позицию и видеть слабые места позиции других. Такое мышление важно при изучении предметов, в которых необходимо уметь рассуждать, так как единственно правильного ответа на вопрос не существует. Например, такие уроки, как история, философия, политология, обществознание и так далее. Чем выше уровень критического мышления, тем проще дается освоение школьной программы и программы вуза. Работа. Сегодня специалисты в любой сфере должны уметь не только хорошо выполнять рутинные действия, но и принимать нестандартные решения, находить новые пути и подходы к решению проблем. Высоко ценятся люди, умеющие грамотно вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. Критическое мышление помогает оценивать рабочие задачи с разных сторон и помогает избежать ошибок, связанных с неточностью или недостаточностью информации. Повседневная жизнь. Ежедневно мы все принимаем решения, порой на основе неполной или недостоверной информации. Эти решения касаются не только учебы или работы, но и здоровья, личных отношений и так далее. Критическое мышление позволяет выбрать оптимальный вариант действий, избежать серьезных ошибок или быстро найти способ правильно на них отреагировать и исправить. Человек, способный мыслить критически, умеет наблюдать и быть внимательным к деталям, внимательно и сосредоточенно изучать информацию, быстро определять самое важное, не рассеивая внимание на второстепенное, без особых усилий обосновывать свою точку зрения, применять аналитические навыки в самых разных ситуациях. А также он грамотно изъясняется, он убедителен, он принимает эффективные решения и логически рассуждает. Как вы поняли, преимуществ развития такого мышления масса. Так, как же его развить? Как развить критическое мышление? Пополняйте копилку знаний. Критически мыслить невозможно без достаточного количества знаний об окружающем нас мире. Чем больше знаний, тем проще сравнивать и анализировать. Прежде чем критически оценивать проблему, ее необходимо рассмотреть со всех сторон, увидеть ситуацию в контексте других событий, проследить за ее развитием во времени. Для этого читайте художественную и научно-популярную литературу, смотрите документальные фильмы и лекции в открытом доступе на образовательных порталах и на том же YouTube. Наблюдайте за людьми и их поведением. Это поможет понять причину их действий и выработать стратегию взаимодействия с ними в разных ситуациях. Интересуйтесь мнением окружающих.
Это позволит выработать или уточнить свою позицию по любому вопросу. Задавайте вопросы. Уметь задавать правильные вопросы – тоже своего рода навык, которому следует обучиться. Любопытство и жажда познания – основа критического мышления. А чтобы удовлетворить эту жажду, необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Тренируйтесь задавать вопросы на самые разные темы. Например, поставьте себе задачу придумать 50 вопросов о любимом фильме, книге, картине, явлении или событии окружающего мира, предмете или конкретной теме школьной программы. При изучении любого вопроса интересуйтесь всеми аспектами, рассматривайте проблему с разных сторон и уточняйте детали. Читайте и анализируйте. Критическое мышление развивается благодаря постоянному анализу информации из книг и интернета. Разбирайте каждый прочитанный текст. Например, с какой целью написан текст, к какой аудитории обращается автор, какую мысль хочет донести, какая проблема описана в тексте, существует ли единственный способ решения или, возможно, разные варианты. Анализируя текст, обязательно формулируйте собственное отношение к проблеме, выстроенное на фактах, аргументах и логических рассуждениях. Обращайтесь к альтернативным источникам информации. Критическое мышление обязательно предполагает знакомство с разными, иногда противоположными мнениями о проблеме. Изучая вопрос, обращайтесь к разным источникам, сопоставляйте полученную информацию, оценивайте ее на логичность, полноту, достоверность и выявляйте несоответствия. Анализируйте ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибка – это не повод для расстройства, а способ разобраться, как поступить в следующий раз умнее, лучше и эффективнее. Конструктивно подходите к разбору каждой ошибки. Найдите ее, оцените причины, которые к ней привели, придумайте варианты, как ее можно было избежать. Также хочется поговорить про игры, которые развивают критическое мышление. Например, шахматы. Игра в шахматы развивает логическое мышление, учит видеть причинно-следственные связи и прогнозировать развитие событий. Решение ребусов и головоломок развивает внимание и логику, улучшает скорость мышления, учит замечать мелкие детали, отделять главное от второстепенного. Подает самое доступное – это судоку, кубик Рубика и пятнашки. Также вы можете использовать настольные игры, которые развивают логику и воображение. Подводя итог, хочется сказать, что критическое мышление – важный навык, который помогает анализировать информацию, делать выводы, формировать собственное мнение по любому вопросу и действовать в соответствии с ним. Оно помогает успешно справиться с учебными и рабочими задачами, принимать решения и ориентироваться в потоке информации. Чтобы его развить, стремитесь расширять свой кругозор и больше узнавать о разных предметах и явлениях. Учитесь задавать вопросы, анализировать текст, придумывать разные варианты развития событий. Тренируйте логику, внимание и воображение с помощью игр, головоломок и специальных упражнений. Я надеюсь, вся вышеизложенная информация была для вас полезной. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет еще масса всего интересного.